Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Сегодня хочу показать вам уютный, теплый аксессуар на зиму, который сможет связать даже тот, кто только учится вязанию. Я навязала вот такие теплые воротнички всей своей семье. И всем они нравится носить их вместо шарфа или манишки. Воротнички не слишком объемные. Допустим, если снуд, то он объемный. Шарф тоже не всем нравится, так как его нужно как-то завязывать, прятать концы. А манишки тоже не вариант, подростки уже не хотят носить, но вот такие вот воротнички они с удовольствием носят. Поэтому я предлагаю и вам связать своим близким, предложить такой аксессуар. Я вязала воротнички крючком, используя мягкие пышные узоры, которые имитируют резинку спицами. Но также такие воротнички можно вязать просто спицами, используя любой узор резинки или даже платочную вязку. А, Воротнички можно вязать по-разному. По сути, это простой мини-шарфик. Вот здесь у меня воротничок еще не сшитый. Вот. Но здесь отличие в том, что для этого воротничка узор я выполняла на длину. То есть я набирала сначала на цепочку воздушных петель на ширину воротничка. Здесь примерно ширина 18 сантиметров. И я вязала в длину узор примерно 70 сантиметров. Теперь смотрите, вот шарфик складываем вот так вот на уголок. И остается только сшить вот этот угол. То есть соединяем два конца шарфа, сшивая вот по одной стороне и по второй стороне. Можно выполнить просто соединительный шов, и получается вот такой треугольничек. А здесь края мы просто подворачиваем, как для воротничка. И все, и получается уютный шарфик. Здесь я пока тоже не прятала кончики, но все это замаскируется и будет смотреться аккуратно. Также можно и спицами вязать узор. Здесь я наоборот набирала цепочку воздушных петель по длине шарфа. Здесь я набирала 100 воздушных петель и вязала узор на ширину шарфа, то есть тоже примерно 18 сантиметров. Данные узоры я уже показывала, делала мастер-класс, как их вязать. И этот узор оставляю ссылку и в подсказке, и под видео. Переходите, там подробно рассказываю, как выполняются эти узоры крючком. Но также можно использовать любые другие узоры, которые вам нравятся. Но мне нравится, что эти узоры мягкие, пышные, и они похожи, как будто бы связаны спицами. Если вы хотите связать воротничок пышнее, то вяжите шарфик шире. Или если вы вяжете на другой объем, допустим, на ребенка, то, конечно, можно связать шарфик не такой длины, чуть поменьше, и у вас будет воротничок тоже менее объемный. То есть подойдет для всех. Сшивать угол воротничка можно как иголкой, так и с помощью крючка, делая соединительный шов из столбиков. Вначале ровно складываем угол и далее выполняем соединительные столбики. Просто вводим крючок за две стороны и провязываем глухой столбик. В следующую кромочную петлю вводим крючок и провязываем еще глухой столбик. Шов получается довольно плотный, поэтому соединительные столбики не нужно затягивать, но он очень аккуратный, так как по краю образуется вот цепочка из петелек, и поэтому этот шов не нужно маскировать как-то. Он смотрится очень аккуратно и даже подойдет для сшивания по лицевой стороне.
Поэтому выбирайте вот такой аккуратный, красивый шов, и у вас будет все смотреться как надо. Итак, я закончила сшивать уголок. Теперь мне осталось только замаскировать эти кончики нитей. И все, подворачиваем верхнюю часть. И у нас сшитый шарфик превращается в такой симпатичный воротничок. И теперь, друзья, по расходу пряжи. Один воротничок, вот этот светлый, я вязала из пряжи Alize Lana Gold Classic. Это полушерсть, 49% акрил, точнее 51% акрил, 49% шерсть. Здесь моток 100 грамм, 240 метров, и крючок я использовала номер 5. У меня ушел один моток. Эта пряжа чуть толще, но я использовала тот же самый крючок. Точно такого же размера вязала шарф, но у меня здесь ушло 150 грамм. Поэтому в зависимости от толщины нити, от размера, от плотности вязания у вас будет свой расход пряжи.